новой версии, которая вышла осенью, и потом Артур меня дополнил. Фактически все, что мы будем рассказывать, уже есть в интернете на сайте docs.microsoft.com. Там есть раздел What's New in October, in Fall Release of Business Central. И это все можно зайти, там будет прочитать. Вот. Если очень коротко, то основные нововведения в Business Central даже по сравнению с мартом, потому что в марте уже был Directions, и мы показывали какие-то нововведения на SmartTalks. Это новый веб-клиент. Все они продолжили усовершенствовать новый веб-клиент, и за эти полгода они серьезно поработали с, как они называют это, productivity use. И теперь веб-клиентом довольно эффективно можно пользоваться с клавиатурой. Вот. И это я сразу покажу, потому что, мне кажется, это самое яркое, что вообще они сделали. Еще из нововведений это немножко новые функциональности и какие-то изменения в платформе. То есть, если мы говорим про Business Central On-Premise, это тот же самый Navision 2018. Если вы поставить, его можно точно так же развернуть там, на сервере, и Windows клиент будет выглядеть точно так же, как выглядел Navision 2018. Внешние изменения касаются только веб-клиента, поэтому я буду показывать его. Классический клиент есть? Есть, все, то есть все так же, все осталось так же, он не поменялся, он работает. Но Microsoft объявил о том, что в течение 2 лет Windows клиент пропадет. То есть они сказали, что от 12 до 24 месяцев они сделают 2 вещи. Они уберут Windows клиент, и они уберут среду разработки, CL. То есть через самые поздние 2 года у нас будет только AL разработка, Visual Studio Code, да, и будет только веб-клиент. Я думаю, они это вместе уберут одновременно, потому что скорее всего, CL тянет за собой, Windows клиент тянет за собой CL и наоборот. Еще они сказали, что они за это время конвертируют. Да, то есть то, что... Не, уже получается, показывали. Сейчас я тоже скажу об этом. То, что разработка будет в AL, Visual Studio Code и на языке AL, а не в среде разработки CL, не означает, что мы будем делать только экстеншены. Microsoft вместо этого просто сконвертирует весь существующий код в AL, и мы будем точно так же иметь к нему доступ, то есть мы будем получать папку со всеми файлами в формате AL, просто вести разработку в Visual Studio Code. Означает ли это, что нужно пережить эти 2 года, а потом вернуться к разработке, как и раньше? Ну, если не только экстеншн. Я думаю, это означает, что за эти 2 года всем нужно научиться писать на AL. Это как минимум. Потому что сейчас как бы все избегают немножечко этого, как бы, ну, я сделаю по старинке. Что-то сделать на экстеншенах, оно не пропадет, потому что оно будет работать. Не пропадет, да. Но у нас появится снова возможность подчикать 80. Это правда, да. Это правда. Но только он примет. Я думаю, что если мы будем... Ну, он примет свои сейчас его будем чикать. Если мы будем все-таки переносить наше решение хотя бы частично на Business Central, то мы получаем кучу преимуществ, там, которые преимущества для нас, потому что нам проще, даже если мы используем чисто on-premise, нам проще переносить там, или локализацию на LS Retail, к примеру, или там какой-то маленький модуль, связанный с импортом банковских выписок, на какую-то другую базу. То есть это нужно в первую очередь и нам, но если у нас ничего не получится, там, к примеру, потому что наше решение сложное, то мы можем пережить 2 года и все перевести в AL. Вот. Но я считаю, что это мотивирует побыстрее разобраться, как работать в AL в первую очередь. Давайте тогда покажу демо. Самое главное, как мне сказали, главное сочетание клавиш, которое все должны запомнить, ваше любимое новое сочетание клавиш, это on-prem, это я развернул, да, у нас на... Да. Есть. Это российская локализация, я просто переключился специально в английский интерфейс. Российская есть. Есть, да, все осталось так же. 1 октября все локализации, которые были 20, Да. все они вышли. Если вы не против, я останусь в английском, потому что я русским плохо владею. Главное сочетание клавиш Alt-Q. Alt-Q — это то, что раньше было Ctrl-F3. Ну, скажем так, что Alt-Q просто удобнее нажимать, и это сочетание используется везде. И это основной интерфейс для работы с системой. Здесь вы можете искать все, что угодно. И теперь он
ищет, во-первых, он ищет не только по страницам, он ищет по экшенам текущей страницы. Во-вторых, Ну, это самое большое достижение. да. Во-вторых, Экшены страниц. Понимаете, да? Все пункты меню. почему это сделано, в том числе потому, что экшенная стала... Всех в системе. Не, мне кажется, текущей страницы. Всех в системе. Текущей- Текущий? Что будет сложно очень, не разберешься. Это сделано в том числе и потому, что на самом деле экшена стало сложнее найти. Потому что сейчас... Но если- страницу он ищет все, Да, конечно. а экшены на той, которая... Страницу он ищет не все, а страницу он ищет те, где разработчики прописали поле usage категории и указали тем самым, что страница должна быть searchable в этих результатах. А так как в веб-клиенте нету меню сьютов и не будет, то вместо этого необходимо для каждой страницы, которую вы хотите добавить в поиск, нужно указать usage категорию. Если вы видите, это было еще в марте, а теперь Ribbon выглядит вот так вот. Он, во-первых, стал двухуровневый, во-вторых, в нем пропали или стали очень гораздо меньше иконки, и с непривычки может быть сложнее найти нужный экшен в нем, особенно если вы привыкли там, искать иконку в нужном месте экрана. И тут нам на помощь приходит этот поиск. Вот. В бизнес-централе онлайн они пошли еще дальше. Они в этом поиске показывают также страницы из документации. Здесь этого нету. И также они прикрутили к этому поиску не искусственный интеллект, но какое-то подобие fuzzy logic, которое позволяет искать по довольно свободной выборке. Например, они показывали такой пример. У нас есть item charges, всем известные, и в США принят другой термин, там называется landed cost. И вот они показывали, что если вы в Business Central онлайн напишите landed cost, он предложит вам открыть item charges. И даже если вы... Хотя в разном движении landed cost Нигде не используется, да. И даже они используют какое-то подобие вот распознавания Siri. Вы могли неудачно услышать от коллеги, как называется пункт меню, и, например, написать I tell Charles. Они говорят, я сказал Siri item charges. Да-да-да. Она перевела это как I tell charges. И И- они вводят эту фразу, и он показывает item charges. И он тоже должен найти. Но он премис это, конечно, не работает. Вот, и мы не знаем, как это реализовано. Теперь по поводу productivity. Добавилось очень много сочетаний клавиш, и я вот сегодня, когда готовился к презентации, я старался все делать с клавиатурой, и у меня практически все получалось. Например, то есть я могу набрать Alt-Q, перейти в товары, клавиатурой выбрать нужный пункт, открывается окно товаров. Я пока не знаю, как сделать такую штуку. Вот это спрятать. Вот, но что я могу сделать здесь? Я могу, если бы я не кликал сюда, то у меня бы курсор сразу стоял на товарах, я бы сразу смог перемещаться. Я могу с шифтом выделить несколько строк или Ctrl-A выделить все строки. Или, также я могу делать вот так вот. С контролом, да? Это было с шифтом, а вот это с Ctrl не получилось. Но буду дорабатывать. Ну там есть Там есть галочка. подробный гайд, что можно, что нельзя, да, можно галочкой Смотри, делать. пожалуйста, если выделишь 3 строчки, а 4-5 можно галочкой. Не, ну галочкой понятно, но тут интересно, и точно работает должен работать Shift Page Down еще, да. Там что-то с Ctrl было какой-то вот клавиатурой можно кликать, но... Ctrl-Shift, наверное. О, так получилось, я просто кликнул не на то поле. Теперь это все можно обычным нажатием Ctrl-C, без Ctrl-Shift-C, скопировать, он напишет 4 строки скопировано, и вставить в Excel. Также точно можно ставить и обратно из Excel сюда. Только в редактируемом списке. Да, я пробовал сегодня на Payment Journal, и у меня со второй попытки получилось. На первой попытке я не заполнил для boolean no, и он сказал, что он не может распарсить пустое в no. Но в остальном он достаточно умно работает, хотя он это и раньше умел делать. Также появилась фича, которой давно не хватало в веб-клиенте, это фильтрация. То есть раньше мы могли фильтровать, только здесь было поле search, оно было справа, и мы могли фильтровать просто вот таким вот
а-ля умным поиском. То есть мы писали, например, штуки, и он нам находил строки, в которых в любой из колонок есть это поле. Это иногда удобно, но иногда неудобно. Теперь у нас есть расширенный фильтр. Его можно вызвать по Shift F3. И здесь, кстати, тоже можно с клавиатурой работать. Я могу нажать сразу Enter на фильтр, написать base unit of measure и ввести штуки. Точно так же добавить новые строки. И плюс появились тоталы. Давайте отфильтруем по... Ну, по факту это две вещи, которые вернулись из классического интерфейса, да? Да. Кстати, вернулся F8, что вызвало просто бурные овации, потому что его ждали больше всех. F8 можно нажимать, и он работает. И появились фильтры по filter totals by. Это использование flow фильтров для расчетов calc-филдов. Мы можем, например, отфильтровать по локейшену. Alt вниз, выпадаем в lookup, выбираем белый склад и видим, как у нас изменилось количество инвентаря. И даже видим, там фильтры появились. Фильтры, потому что я раньше поставил поле, я поставил по инвентаре больше нуля. Извините, да. Пропал фильтрик. К сожалению. А почему? Ты хочешь, чтобы отображать? Чтобы понимать, что отфильтровано. Так для этого есть вкладка Filters, где же оно всегда видно. Плюс и здесь есть разница, как я сегодня обнаружил, то есть, как вы видите, когда я нажал Alt-Q и ввел items, то у нас открылось новое модальное окно фактически сверху. А если мы перейдем из ролевого центра в items, то список items откроется прямо в том же окне. И у нас здесь чуть другой функциональность. У нас есть дополнительное поле вот это вот, и в нем мы можем выбрать тоже Show Filter Pane. И здесь может быть список предсохраненных views, которые это мы создаем на ролевом центре. И то есть мы наборы фильтров можем сохранять как предсохраненные значения. Вот. Плюс тоже такая же функциональность появилась в отчетах. У нас есть табличка report параметров или report settings, и мы можем сохранять наборы параметров для отчета. И когда отчет открывается, можно из списка просто выбрать заготовленный отчет. Там, например, рассчитать какой-то финансовый отчет за текущий год или там, только за последний месяц. Вот. Вроде бы все по презентации. Тогда сейчас я переключусь в презентацию. С точки зрения функциональности новой штуки. Вот как раз сейчас мы к этому перейдем. А можно маленький вопрос по фильтрам? Да. Например, когда мы переходим на заказы продажи в резервы, у нас сверху отфильтровано по всем этим source ID. Оно будет отображаться Снять можно? в вебе? Что? Ну, проводить, ты когда проваливаешься в 400. Куда? Количество. Тут есть фильтры наложены. Да? Вот если сейчас открыть фильтр Pane, мы увидим? А это у нас стоит. А это оно стоит, да. Думаю, да. Это классно, потому что и раньше можно было снять. Иногда это важно. И быстро пробегусь. Мне первый раздел это то, что я уже рассказал на случай, если бы не работал интернет. Alt-Q. Советы для разработчиков: обязательно указывать usage категории, чтобы если вы хотите, чтобы появлялись страницы в поиске. Вот. Но в том числе при этом используйте меню-сьюты для тех, кто пользуется Windows клиентом. Фильтрация. Вот так вот будут выглядеть сохраненные views. Сейчас, я так понимаю, нельзя их сохранять пользователю, это только разработчик делает. Добавилась новая фича, настройка на сервере. Можно указать максимальный тайм-аут поиска. Если поиск будет работать дольше, чем этот тайм-аут в секундах, то будет просто показано уведомление, и транзакция откатится, чтобы не загружать сервер. Сохраненные наборы настроек отчетов, информация, вставка строк,
Есть свойство pasted valid, оно было давно очень, и оно и раньше определяло, можно ли или нет вставлять из Excel там, или откуда, из буфера обмена строки, и сейчас им можно пользоваться, чтобы запретить. Вот сочетание клавиш новое. По поводу фильтрации, вот целый блок. То есть по Shift F3 мы открываем этот pane с фильтрацией, по Ctrl-Shift F3 мы сразу переходим в тоталы, то есть фильтры по flow фильтрам и так далее. По ссылке можно скачать, вернее открыть в печатном виде весь референс со всеми ссылками, причем он генерирует, там, показывает сочетание клавиш как для Mac, так и для Windows. Причем у меня почему-то определяет как владельца Mac, наверное, по какому-то куки. То есть даже на своем рабочем компьютере открывается сочетание для Mac. Теперь, потому что... Не сделали уже. Может, не сделали, но я думаю, что он по куки какому-то. Что нового появилось? Короткий список, сейчас мы по нему пройдемся. Появилась функциональность предсказания счетов, инвойсов, которые, скорее всего, будут просрочены по оплате на основании истории прошлых оплат через Azure ML. Да, вот это они много показывали. В старой версии 18 появилась кэшфлоу forecasting. И Вот item. именно эту функциональность они расширили, так как они уже делают кэшфлоу forecasting, то они теперь спустились до уровня инвойсов. И в момент создания инвойса они прогнозируют, будет по нему задержка оплаты или нет, базируясь на истории этого клиента. А при этом ажур надо докупать дополнительно? Ну, какие-то ресурсы? Или Если это у тебя уже- BC Cloud, нет. Если у тебя BC On-Prem, ты должен дать свою подписку в Azure. Да, но там Azure ML довольно много, то есть там есть free-модель, которая дает довольно много запросов там, в минуту или в час или в месяц. Для большинства случаев ее должно хватать. То есть, ну, это настройка этого Late Payment Prediction. Появился новый тип non-inventory, то есть у нас был до этого обычный inventory и был сервис, теперь еще добавился non-inventory. И его там рекомендуют использовать для каких-то office supplies, болтов и так далее. Интересно будет разобраться, как он работает в деталях, как он влияет на учет. То есть можно использовать всю функциональность, связанную с товарами, но без товарного учета. То есть без количественного учета. Да, без количественного учета. Но я код еще не... Наверное, по крайней мере, ну смотри, на unit cost есть, FIFO есть. Ну, это поля просто, может, не... ну, unit cost, наверное, пойдет просто в GL. Так как без количества. На что умножится? Надо поверить. Я думаю, что количество тоже идет. Все множится, просто не создается записи в item ledger entry и value entry. Но надо проверить, да, потому что таких реализаций довольно много, и даже мы делали у себя 2 или 3 разных. Поэтому просто посмотреть на код, на что это больше всего похоже. Editable Permission Sets — это функциональность для Business Central Online. Там раньше нельзя было редактировать Permission Set, а теперь можно редактировать их, копируя стандартные. Но я оставил этот кусок в основном для вот этого кадра. Появилась новая страница Effective Permissions. Я давно хотел ее сам сделать, а тут делаю ее Microsoft. Это очень удобно, то есть можно для пользователя проверить, какие... То есть здесь прямо пообъектно написано, к чему у нее есть доступ, для быстрого анализа, почему пользователь что-то не работает и какие права ему нужно добавить. Упрощенные журналы. На основании фидбэка пользователей и телеметрии они сделали 2 режима. Если видите, здесь есть кнопка Show More Columns, и вот это простой режим, в нем более короткий перечень полей. Если расширить, то мы получаем стандартный перечень полей. Ты будешь отдельно про телеметрию рассказывать или давай сейчас поговорим? Давай. Собирать телеметрию, и в том числе они сказали, что можно собирать телеметрию с Земли. Да, я по поводу собирать земли, я их спрашивал, они ничего мне не сказали разумительного. Я не нашел пока, как с Земли собирать. То есть телеметрия с Земли, какая-то телеметрия собирается в event-логе, но, мне кажется, не в том виде, в котором она есть в онлайн, и не в том объеме. Артур хотел, про онлайн-телеметрию Артур хотел показать. То есть... Вот этот гибрид.
ты можешь часть данных хранить в облаке. Про это я расскажу в конце, да. Упрощенный процесс оплат – это новая страничка, на которой показаны неоплаченные, непримененные счета. Можно выделить набор счетов, нажать Create Payment и применить там сумму, которую там нам оплачивают, сразу разнести ее по этим счетам. Обновили лейауты от 30 отчетов. Вот так теперь они выглядят. Скрывают блокированные товары в лукапах. Это очень простое изменение. Нужно просто на странице добавить блок, который равняется no. Вот. И эту информацию они тоже собрали на основании фидбэка и телеметрии. То есть теперь, если товар заблокирован, он по умолчанию не будет появляться, но можно провалиться в полный список, снять фильтр и выбрать этот товар, если нужно. Добавили функциональность отмены счетов покупки, учтенных, как это есть в счетах продажи. Вот. И correct, и cancel. Correct cancel, да. Сделали более дружелюбное сообщение о том, что у вас нет курса на сегодня или на ту дату, которую нужно. То есть он сразу предлагает вам перейти и настроить эту дату. И говорит, что если вы настроите, то все будет окей. Если не настроите, мы сейчас откатим. Можешь unmute нажать? Мы сейчас откатим транзакцию. Появилась возможность копировать account schedules, там, чтобы перенастроить что-то. Это не написано. Добавилась новая функциональность настройки форматов адресов, довольно гибкая. То есть мы можем указать, какие поля используются, какие поля обязательны, какая длина каждого из полей, какая, там, например, используется ли у нас county или вместо county регион, или ни то, ни другое используется, и он прямо переименовывает через caption класс, переименовывает существующее поле. То есть адаптирует бизнес-централ, чтобы он работал с любыми странами, любыми форматами. Что интересно, в этом списке довольно много стран, но Украины нету. По-моему, не дошло. Ну, правда, это российская демо-база, возможно, в W1 она и есть. Может, это такой небольшой реверанс. Потому что Танзания есть, Украины нету. Вот, здесь можно настроить поля, которые относятся к формату, и указать для них, там, например, разделители, как будут эти поля собираться в формат. Посткод, потом поставить запятая, пробел, да? Да, форматированный адрес. Добавили архивирование blanket ордеров, которого не было. Или, вернее, которое было только швейцарское, да. Там еще, я не помню, я, по-моему, скрыл, там еще был пример функциональности, которая была только в Голландии. Там Purchase and Sales Codes, какая-то хитрая настройка, там, которая позволяла создавать, влиять на то, как создаются sales строки. И они принесли из голландской локализации в W1. Если вы помните, в стандарте, когда вы закрывали Purchase Invoice и Sales Invoice, карточку Sales Invoice, вам система говорила, он ведь еще не учтен, типа, может, вы не будете закрывать. Они решили пойти дальше и теперь добавили то же самое вернее, они теперь это сообщение сделали только для инвойсов, а для ордеров они заменили его на сообщение о том, что вы его не выпустили на склад. Причем они это стараются умно проверять, там, анализируя, расширен у нас склад или нет. Вот. Но все эти сообщения можно скрыть. То есть даже без разработки их можно скрыть, там, пользователь может их отключить в своих настройках, если перейти в My Settings, нажать на Change when I receive notifications, и здесь есть огромный список нотификейшенов, которые появляются. Таким образом можно отключить как эти конфермы, так и отключить всплывающие вверху эти синие полосочки с нотификейшенами. Централизованно? Централизованно нельзя. Ну, это же какая-то табличка с правами, ну, с этими notification. Может, там папки? Ну, без модификации, да, но по идее централизованно можно там создать строки, написать экстеншн, который создаст строки для всех пользователей, но потом, когда новый пользователь будет, то опять. Ну, или закомментировать код, что невозможно сделать в онлайне. Свои какие-то предупреждения можно создавать? Да. Это просто таблица в системе, и
скорее всего, есть ивент, и, скорее всего, есть ивент, который говорит, там, он feels the stable, и ты можешь добавить в него свои коды. А потом есть ивент, он modify this event, и там определить, как оно редактируется. И вот это то, о чем ты говорил. Новая фича Intelligent Cloud, которая позволяет настроить репликацию данных между on-premise и cloud решением. Я в лицензировании забыл об этом упомянуть. Если у вас есть наземная версия и вы платите BREP, то Intelligent Cloud вы получаете за те же вот $20 и один за тебя. Ну, они как будто вот $20 и сделали специально для этого Intelligent Cloud. То есть идея в том, что у вас есть on-premise, вы продолжаете им пользоваться, но вы хотели бы получить какую-то аналитику и использовать все возможности онлайн-бизнес-централа, как то Machine Learning, Power BI и там другие Insights, да, Power Apps, Flow и так далее. И можно настроить репликацию. Сейчас доступна репликация для бизнес-централа и GP. GP будет, по-моему, 16 октября. Угу. И позже будет репликация для предыдущих версий Navision. Они говорили на презентации, что они хотят успеть до Нового года, но точно будет к следующему релизу, который будет в марте. Вот, то есть в случае с бизнес-централом репликация идет на уровне SQL, то есть копируются все таблицы стандартные и копируются все экстеншены, которые совпадают и там, и там. Довольно быстро это просто настраивается, и вы получаете cloud-версию со всеми данными, на которой сразу работает вся аналитика, которая там есть в cloud-версии. Вот это. Вот это примеры, да, того, что может использоваться. Они говорят, что по умолчанию в cloud-версии стоят права на read-only, но никто не мешает вам их поменять на любые права, просто быть готовым к тому, что когда запустится следующая синхронизация, она там может быть либо каждый день, либо раз в неделю в указанное время, то данные перезатрутся. Ну и это похоже на то, что через этот механизм готовится платформа для миграции данных, чего сейчас не хватает. То есть сейчас большая проблема мигрировать данные из on-premise в cloud, а тут мы фактически можем запустить эту миграцию, он скопирует все данные, после этого мы отключим on-premise, отключим синхронизацию и продолжим пользоваться cloud-версией. То есть будет доступно для старых версий Navision в том числе. То есть будет автоматическая миграция там, из 5-го Navision. Но, естественно, это никак не учитывает доработку. То есть надо смапить поля, будет стандартный маппинг. Ну, мы посмотрим, да, как будет маппинг. Я не был на сессии по GP, потому что там разная структура данных, но они там как-то сами это смапили. То есть будет стандартный маппинг в любом случае. Да. Если ты добавил поле, ты можешь его добавить в облаке, смапить и тоже мигрировать. Но кастом поля сейчас невозможно мигрировать. Ну, потому что в клауде и нету. То есть фактически, если мы хотим мигрировать кастом поля, мы должны сначала on-premise создать экстеншн и перенести, сами сделать апгрейд из кастом полей, перенести данные в эти экстеншены, а потом уже мигрировать эти данные. Ну и заодно сделать экстеншн и доступным в клауде, в онлайн. Быстро я сейчас перейду к более технической части и расскажу быстро, что поменялось в апгрейд части, причем только то, что касается on-premise апгрейда. Поменялось, если вы помните, раньше был цикл выпусков годовой, годичный, то есть каждую осень была новая версия, и каждый месяц выходило кумулятивное обновление. Сейчас каждая мейджор-версия будет выходить каждый раз в полгода, и по-прежнему каждый месяц будет выходить кумулятивное обновление. В случае, как я понял, они явно об этом не говорили, но скорее всего будет так. В случае с онлайн-версией в кумулятивных обновлениях будут выходить и новые фичи. В случае с on-premise версией в кумулятивных обновлениях будут выходить только hotfixы, и только при выходе major версии on-premise будет догонять онлайн по функциональности. Теперь, что поменялось в апгрейде и в том, как Microsoft подходит к апгрейду. Одно из изменений — это добавилась функциональность, возможность запускать апгрейд on-premise в одной транзакции. То есть это происходит технически создается на уровне SQL
транзакция, внутри которой запускается весь апгрейд, и потом ее можно, как бы сиквел ее откатывает целиком назад. Вот это может быть удобно для каких-то сложных случаев апгрейдов on-premise. Вот, но, как они говорят, может не работать для очень больших баз данных, понятно почему. Microsoft отказался от удаления полей вообще. Вместо этого он добавил два поля. Они есть и в 18 версии, возможно, кто-то из вас с ними встречался. Obsolete State и Obsolete Reason. Там, если вы зайдете в таблицу item в 18 версии, то Product Category имеет такой статус. То есть, если вы помните, еще в переходе из 16 в 17 Microsoft отказался от Product Category. Раньше был Product Category, а внутри Item Category. Теперь сделали Item Category древовидным и включающим в себя Product Category. Но поле само не удалено, вместо этого у него стоит статус Obsolete, и у него может быть два типа Pending и Removed. То есть в одной версии Microsoft превращает поле в Pending, им еще можно пользоваться, но как бы предупреждение, что у вас есть полгода, чтобы поменять это поле на другое и проапгрейдить свой код. И после этого оно переходит в статус removed, и при этом система перестает его видеть, и уже код не компилируется, связанный с этим полем. Вот. Но сейчас нету способа узнать, какие поля имеют такой статус, нету ни виртуальной таблицы, ничего. Они говорят, что они понимают, что они должны придумать какой-то способ сообщения разработчикам о том, какие поля устаревают, но пока его еще не придумали. Вторая фича, которую внедрили в Upgrade Code, это фреймворк для построения continuous апгрейда, как они называют, когда у нас есть один upgrade code unit, и он интеллектуально понимает, что уже проапгрейжено, а что нет, и его можно запускать несколько раз, он не испортит код, он проверит, какие куски кода уже были проапгрейжены, какие нет, и запустит только то, что нужно. Делается это через такую конструкцию. Есть таблица upgrade tags, и вы генерируете какой-то уникальный тег. Как говорит Microsoft, они используют структуру номер тикета в TFS, какое-то название и дата. И каждая апгрейд-функция проверяет, есть ли этот тег в системе. Если есть, она просто выходит. Если нет, она выполняет апгрейд и в конце записывает эту функцию. Вот. И, соответственно, рекомендует для любого кастомного апгрейд-кода тоже использовать такой функционал. Пропал первый код-юнит. Вместо него появились новые код-юниты вот в таком диапазоне, в котором раньше были только таблицы. И в этих код-юнитах только ивенты, на которые можно подписаться, но Microsoft даже не рекомендует напрямую на них подписываться, потому что для каждого из этих ивентов, потому что они могут меняться, и для них есть код-юниты обвертки, на которые вы в свою очередь должны подписываться. И есть маппинг вот такой вот на MSDN в документации, старые функции первого код-юнита. Если у вас там был код или вы подписывались на его ивенты, где теперь этого можно искать. То есть там текст-менеджмент или логин-менеджмент это было и раньше, то есть ничего нового, но некоторые код-юниты стали новые. Про это, наверное, не буду рассказывать. Появилась фича динамически обновляемых настроек, то есть некоторые настройки сервера теперь можно изменить и не перезагружать сервер, а они сразу вступят в силу. Вот. Еще появилось 3 таблицы новых, виртуальных, Page Action, 2 таблицы, Page Action, то есть мы можем получить все экшены страницы. Скорее всего, через это и работает поиск по экшенам. И какая-то еще, сейчас я не вспомню.